И вот посмотрите, чабрец. О пользе чабреца я сделаю видео. А пока просто полюбуйтесь этими нежно-фиолетовыми цветочками, в которых очень много лечебной, полезной силы. Многие травы уже готовы к сбору. Я собрала чабрец. Вот так выглядит чабрец. Выглядит чабрец вот так. Меленькие цветочки, слегка сиреневатого цвета, и аромат очень и очень приятный, такой терпкий, горьковатый. Тоненькие стебельки. И также обратить надо внимание на то, что у чабреца ползучие корни, и от корешка отходят, посмотрите, тонкие стебельки, на конце которых находятся вот такие цветочки. Растение очень и очень полезное. Я собрала чабрец. Вот он выглядит так. Его довольно-таки много. И воспользуюсь я им и для ароматных чаев, и расскажу вам об одном очень хорошем лекарственном свойстве чабреца, которое я испытала на себе. Поделюсь с вами очень хорошим средством. Возможно, у вас, возможно, у детей бывают затяжные кашли. Но не может выкашляться человек. Вот эта травка поможет избавиться от такого кашля. Сделайте отвар. 2 столовых ложки на стакан воды чабреца. Возьмите теплое молоко. Не любите кипяченое? Возьмите обыкновенное молоко. Подогрейте его, чтобы было приятно его пить. И смешайте полстакана теплого молока и полстакана отвара. Пейте 3 раза в день за полчаса до еды. У меня затяжной кашель, который я могла остановить только с микстурой с кадеином, проходил на 2-й буквально день. Замечательное средство с очень приятным ароматом, горьковато-терпкий. Используйте это средство, и не нужны будут никакие таблетки. С вами была Екатерина Снатко.